Трещинки, которые образуются в уголках рта и доставляют массу дискомфортных ощущений, известны в народе под названием заеды. Именно об этом неприятном заболевании мы сегодня с вами и поговорим. Здравствуйте, мои хорошие! А перед началом сегодняшней беседы хочется передать привет очень хорошим друзьям нашего канала Милочке и всей ее большой компании, подружиться с которыми можете и вы, перейдя на канал Милашка и Компашка по ссылке, находящейся в описании к видео. В медицине заеды именуются ангулитом или ангулярным стоматитом. За счет тонкой и чувствительной кожи развитию заед чаще всего подвержены дети, однако даже взрослый не застрахован от этого заболевания. Основной причиной возникновения ангулита выступают дрожжеподобные грибки и бактерии стрептококки, которые зачастую обитают на коже и слизистых оболочках здоровых людей и опасными становятся только при снижении защитных функций организма. Из факторов, провоцирующих ангулярный стоматит, следует выделить нехватку витаминов, особенно витамина В2, нехватку железа, пониженный иммунитет, неправильное питание, вредные привычки, алкоголизм и табакокурение, плохая гигиена полости рта, неправильный прикус, в результате которого происходит постоянное пропитывание слюной кожи и слизистой оболочки углов рта, длительный прием гормональных и антибактериальных препаратов, заболевания пищеварительной системы, аллергия на продукты питания или средства по уходу за полостью рта и так далее. Согласно данным статистики, около 30% всех случаев заболеваний, связанных с ангулярным стоматитом, приходится на заражение дрожжеподобными грибками. Грибковая или кандидозная заеда развивается медленно. Сначала в углах рта образуются эрозии красного цвета, окруженные бледной окантовкой, которые по мере развития заболевания постепенно покрываются творожистым налетом белого цвета. Данный налет представляет из себя продукты жизнедеятельности бактерий. Он легко убирается ватным тампоном и быстро покрывает поверхность эрозии вновь. В случае, когда причиной заед выступают стрептококки, заболевание начинается бурно. В уголках рта появляются мелкие пузырьки, заполненные прозрачной жидкостью. Спустя считанные часы пузырьки лопаются, образуя на поверхности слизистых эрозии. Кожа вокруг пораженных участков краснеет и отекает. В местах эрозий больной испытывает сильное чувство зуда и жжения, а при попытке широко открыть рот – резкую болезненность. У детей может наблюдаться ухудшение аппетита и повышенная раздражительность. Как видите, два вышеописанных вида заед достаточно сильно отличаются друг от друга, а поэтому постановка точного диагноза не вызывает больших трудностей. При возникновении первых признаков заболевания, особенно у детей, желательно как можно быстрее обратиться за консультацией к врачу-дерматологу, который назначит ряд лабораторных исследований, чтобы исключить схожие с заедами заболевания и точно определить возбудителя. На основании полученных данных будет составлен правильный план лечения, что позволит довольно быстро справиться с недугом. Лечение ангулярного стоматита будет отличаться в зависимости от причин, вызвавших образование заед, и складываться из назначения медикаментов для внутреннего применения, мазей и дезинфицирующих растворов для обработок заед, и витаминных комплексов, содержащих витамины групп А, В, С, ПП, например, аевит. Обязательно полная санация полости рта. В случае грибковой природы заболевания внутрь назначают такие противогрибковые препараты, как нистатин, низорал, кетоконазол, дифлюкан или леварин. Местно применяют мази фунгицидного действия, где основными компонентами выступают леварин, нистатин или фурагин, которые не только ускоряют заживление заед, но и снимают болевые ощущения.
Терапия стрептококковых заед основана на применении антибактериальных препаратов. Внутрь антибиотики назначаются только при наличии обширных зон поражения. В противных случаях обходятся антибактериальными мазями, например, эритромициновой. Не забывайте, самостоятельное применение антибактериальных препаратов без консультации с врачом не только нежелательно, но и недопустимо. Как правило, заеды у детей часто возникают на фоне дисбактериоза кишечника, поэтому параллельно с основным лечением назначаются препараты, нормализующие микрофлору кишечника, линекс, бифидумбактерин и так далее. Чтобы повысить иммунитет и восстановить нормальное количество витаминов в организме, помимо витаминных комплексов также назначаются медицинские пивные дрожжи и различные растительные сиропы, которые богаты витаминами. А рацион питания желательно разнообразить продуктами, богатыми витаминами группы В. Это шпинат, брокколи, стручковая фасоль, овес, сыр, яйца, творог, печень, говядина. И железом и цинком. Это гранаты, гречка, орехи, грибы, тыквенные семечки, морепродукты, зелень, особенно петрушка. Народная медицина тоже богата рецептами, способными помочь нам в борьбе с ангулярным стоматитом. А мед, растительные масла, оливковое, чайного дерева, облепиховое и даже сок огурца, нанесенный в виде компрессов на пораженные зоны, отлично ускоряют процесс заживления. Отвары из лекарственных трав, ромашки, череды и чистотела успешно применялись нашими предками и до сих пор остаются актуальными в терапии заед. Неплохо помогает справиться с симптомами ангулита яблочный компресс, для приготовления которого протертое яблоко смешивается с небольшим количеством сливочного масла, после чего полученная смесь накладывается несколько раз в течение дня на 10-15 минут на проблемные зоны. А помимо вышеперечисленных лечебных мероприятий, целесообразно будет внести корректировку и в повседневную жизнь. На время лечения полностью отказаться от острых, соленых, жирных и кислых блюд. Если причиной заед являются грибки, то позабыть и про сладкое. Если у вас есть привычка облизывать губы, постарайтесь от нее отучиться. Ну а взрослым, злоупотребляющим алкоголем и сигаретами, настоятельно рекомендуется объявить войну этим пагубным пристрастиям. При своевременном начале терапии и соблюдении всех предписанных условий заеды достаточно быстро лечатся. А для того, чтобы обезопасить себя от возникновения рецидивов после успешной победы над этим достаточно неприятным недугом, поддерживайте ежедневную гигиену полости рта на должном уровне, укрепляйте иммунитет и придерживайтесь правил рационального питания. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в паблики в Одноклассниках и ВКонтакте, где всегда найдется море полезной и интересной информации. Здоровья вам!